долбаная камера, а? Всем привет! Сейчас поедем общаться с вами, дорогие друзья и подписчики, на тему, почему я здесь и почему так быстро и почему так экстренно. Кстати, вот он я. Привет еще раз. Меня с приездом. И еще сразу же хочу сказать огромное вам спасибо, друзья мои. Вас все больше. Вы все активнее. Очень много позитивных отзывов. Прямо очень приятно. Спасибо вам. Я вас немножечко прокачу по своему городу. Немножечко поснимаю город. И объясню, что произошло, почему я так быстро вернулся домой и какие перспективы у нас в дальнейшем. В общем, случилась такая оказия. Позвонила, точнее написала жена, сказала, что ей плохо, температура, не встать. Как говорится, прямо болезнь придавила к кровати. Дети болеют, в садик не ходят, крайне тяжело. Кстати, я думаю, отцы поймут, что сидеть дома с детьми – это вам не баранку крутить. Как бы это грубо ни звучало, но я думаю, что это так. Женский труд недооцененный до сих пор. Он даст фору любой работе, особенно когда ты дома с детьми. Поэтому, ребята, не вздумайте когда-нибудь ляпнуть своим любимым женщинам что-то вроде: ну ты же дома с детьми, отдыхаешь. Не надо так, ребята. Это может подвести вас под развод. Так вот, и самоорганизовался я на поездку домой. Позвонил логисту, объяснил ситуацию. Они молодцы, поспособствовали. И согласно моему плану даже нашли билет на паром. И я очень-очень в быстром темпе помчался домой. И буквально в течение суток я уже был дома. И на самом деле мне давно, если вы смотрели ролики, вот старые ролики про то, как я там про логистов рассуждал, про то, как домой возвращался и на денежки попал. Так вот, этот самый клиент предложил мне попробовать в его фирме новую должность. Для его фирмы это новая должность в рамках партнерства, так как у меня своя фирма, у него своя. Предложил попробовать должность колонни Ülema, если так это можно сказать. Старшего колонны, извиняюсь, да, это по-эстонски, колонни Ülem. Что-то вроде вот такой должности. Взять под руководство автопарк, обучение водителей, набор водителей. По сути, это избавляет меня от кручения баранки, от севера, от снега, от нервотрепки, от отсутствия дома. Работа это будет в Таллине. Мы сейчас в Нарве, а работа будет в Таллине. Но он сразу же сказал, что когда мы сработаемся, если мы сработаемся, адаптируемся, то возможно и удаленка. То есть, если моего физического присутствия не будет требоваться, вот, то возможно удаленка. Что не может не радовать. То есть, пока я буду 4-5 дней находиться в Таллине безвылазно, но это опять же лучше, чем 4-5 недель находиться абы где, особенно зимой. Кстати, насчет зимы вообще хотел порассуждать, что многие, я слышал, говорят, что приходит зима, и настроение падает, и работать меньше хочется, и уж на север ехать вообще не хочется. Есть ребята, которые мне прямо-таки говорили, что нет, мы ждем зиму, мы работаем только зимой, ты что, я без зимы не могу. Ну, может быть и реально они такие фанаты, но на самом деле ничего привлекательного там я не нахожу. Да, красиво, но не более. 7 лет я уже там покатался, и в принципе, как только вообще я сел за руль большегруза, наверное, я уже понимал, что мне не сулит эта перспектива остаться на всю жизнь за рулем.
Это был какой-то этап. Вообще по жизни у меня получается, что на одном рабочем месте дольше 5-6 лет я не задерживался. Ну вот так вот оно срослось. Зато много попробовал. Как говорится, есть что рассказать. Вот такая вот, ребята, перспектива вырисовывается. Это, скажем так, ролик информационно-вводное к тому, что, возможно, в ближайшее время на канале не будет грузовиков, точнее, не будет меня за рулем грузовиков. Я бы хотел, кстати, услышать и вас, дорогие мои, на тему, как вы считаете, работать в одном городе, а проживать в другом, насколько это лучше, чем по месяцам отсутствовать дома, а потом приезжать на месяц-два и быть, так сказать, в распоряжении семьи. Как вы считаете, что лучше? С удовольствием бы послушал вас. Там наш замок Германа. Там российский замок, Ивангородская крепость. А посерединке мост Дружбы. Фокусируемся. Фокусируемся. Вот так. Мост Дружбы. Вот она, Россия. А тут под дождем я. Вот такие размышления, ребята. И на самом деле линза уже вся мокрая. На улице, видимо, поснимать-то не особо получится. Хотя хотелось бы. Но погоду я выбрал неудачную. Следующая неделя будет суетной. Когда я сидел на севере в кабине грузовика зимой, я смотрел на легковые машинки и так им завидовал. Это же так классно. Так просто, так легко на легковой машинке кататься по снегу и наслаждаться видами. Как вы считаете? Так что очень жду вас в комментариях. И надеюсь на то, что у меня все получится. И еще, ребята, я, конечно, просить, прямо умолять не буду, но я попробовал. Я создал страничку на Boosty, boosty.tu, где теперь любой желающий, кто хочет, чтобы канал развивался, кто хочет в этом поучаствовать, может поддержать меня и канал финансово. Там я буду делать и разовые сборы, там будет и подписка для тех, кто хочет, скажем так, немножечко вникнуть в суть, как работает транспортная фирма в Эстонии. Там я буду рассказывать некоторые нюансы. Там я буду рассказывать, точнее не рассказывать, а даже приводить список фирм, опять же в Эстонии, все будет касаться Эстонии, с которыми я работал и которым реально можно доверять. Они оформят все документы, все бумаги. И если у вас есть опыт, с удовольствием вас примут на работу. Такой вот буду делать обзорчик на этом сайте. И также там будет нарезка, или не нарезка, а может быть буду специально делать всякие клипы того, чего не вошло, или того, чего не пустили на YouTube. Вот такие вот дела, ребята. Так что, если будет желание, буду рад вас видеть на этом сайте. Ссылочки будут и в описании к ролику. И я все еще буду ждать вашего мнения по поводу того, что вы думаете. Лучше работать из города в город или лучше работать месяцами где-то в других странах, а потом приезжать на месяц-два домой. Ну, как у меня это и было, в принципе, в последнее время. До скорых встреч. И касательно семьи, берегите своих жен и поедем жрать. Угу, да. Кстати, в Эстонии у нас же без QR-кода никуда не пускают. А я прививаться не хочу. Можете в комментариях тоже написать мысли по этому поводу. Но то, что творится в Эстонии, это полный маразм, я считаю.
Я не отрицаю, что есть вирус, что люди болеют, я не отрицаю этого. И я не медик. Но что-то мне подсказывает, что что-то мы делаем не так. Прям вообще не так. И QR-коды — это не о борьбе с вирусом.